Всем привет подписчикам и случайным зрителям моего канала. Сегодня на обзоре у нас новинка от компании Realme. Фитнес-браслет Realme Band 2. Данный фитнес-браслет, на мой счет, достоин внимания. Большой экран 1,4 дюйма. Хорошие материалы корпуса. Мягкий, качественный и надежный ремешок. Большая автономность и стильный дизайн. Более 50 циферблатов. Огромное количество тренировок. Все необходимые функции, такие как затвор камеры, отслеживание сна, измерение пульса и кислорода в крови. Поиск смартфона, а также порадовала многозадачность и удобное управление. У Realme получилось сделать очень неплохой фитнес-браслет за демократическую цену. Если ты рассматриваешь данный браслет к покупке, ты попал на нужное видео. Сейчас о нем расскажу. Поехали! Браслет приезжает в красочной желтой коробке, на лицевой стороне которого изображен сам браслет и надпись Realme Band 2. Давайте открывать и разбираться с этим браслетом. С внешней стороны плотно сидит сам браслет, к которому мы вернемся немного позже. И внутри еще находится инструкция по подключению на английском языке и магнитная зарядка с USB входом. Браслет магнитится и держится отлично. Рассмотрим браслет поближе. Ремешок силиконовый. Ширина ремешка 18 мм. Длина ремешка большая, подойдет для любой руки. Застежка из пластика. И также имеется силиконовый фиксатор ремешка. На ремешке присутствует надпись Dare to Leap. Качество ремешка отличное. Ремешок в меру жесткий, немного жестче, чем у Mi Band, и благодаря застежке с фиксатором крепко и надежно сидит на руке. Оригинальный цвет браслета ремешка черный, но на Алиэкспрессе можно заказать ремешки и других цветов и материалов. Есть как металлические, кожаные и нейлоновые ремешки. Благо ремешок легкосъемный и заменить его не составит труда. Все ссылки на ремешки для Realme Band 2 и сам браслет оставлю в описании под этим видео, кому интересно. Корпус браслета полностью выполнен из пластика. Размеры капсулы 46 на 24 и по высоте 12 мм. Кнопок и надписей по бокам нет. Браслет имеет гладкие края. Экран защищен 2D стеклом. Снизу браслета находятся контакты для зарядки, а также датчики пульса и датчики измерения кислорода в крови. Браслет очень легкий, вес составляет всего 28 грамм. При ношении браслет вообще не ощущается на руке. Чтобы подключить часы, нужно подключить зарядку, и браслет активируется. Также его можно активировать при долгом нажатии на сенсорную кнопку. В списке языков русского не оказалось. Но не переживай, это только при подключении нет русского языка. Выберем английский и появится QR-код для подключения. Скачиваем из Play Market приложение Realme Link, запускаем его и нажимаем на плюсик. Далее на сканер. И теперь сканируем код на часах, и браслет подключается. После подключения все меню автоматически станет на русском языке или на том языке, который установлен у тебя на смартфоне по умолчанию. Управление сенсорное и при помощи сенсорной кнопки внизу браслета, которая обозначена небольшой линией, без подсветки. А теперь протестирую данный фитнес-браслет на протяжении пару недель и потом расскажу о нем поподробнее и о опыте эксплуатации. Итак, друзья, протестировал я этот браслет на протяжении 3 недель и теперь могу уверенно сказать, что это годный фитнес-браслет. А теперь поподробнее о нем. На момент записи видео прилетело 2 обновления браслета, последнее 46.0. Экран часов IPS 1,4 дюйма с разрешением 167 на 320 пикселей. Плотность пикселей большая, пикселей на изображении не видно. На браслете довольно большие рамки со всех сторон, особенно большой подбородок, где находится сенсорная кнопка. Но при темном циферблате рамок практически незаметно. Яркость экрана заявлена в 500 нит.
Цвета насыщенные и яркость браслета довольно большая. На улице и при солнце все будет видно. Производитель заявляет работу браслета до 14 дней. Так оно и оказалось. Как видим, 13 дней прошло от зарядки и еще 10% остается заряда. От 0 до 100% браслет заряжается за 45 минут. Сенсорная кнопка отвечает только за активацию экрана и действие назад в меню. Функция активации экрана по поднятию руки срабатывает адекватно, а отключить экран можно, накрыв рукой. Свайпом вправо доступно быстрое меню, где есть режим «Не беспокоить», регулировка яркости, активация экрана при поднятии руки и настройки. Также есть значок подключения к смартфону по Bluetooth, процент заряда и дата. Свайпом влево быстрый доступ к статистике, сну, пульсу и погоде. По свайпу вниз быстрый доступ к сообщениям. Русский текст отображается отлично. Шрифт большой и читабельный. При непрочитанном сообщении на экране загорается зеленая точка. В уведомлениях не отображаются смайлы. Они приходят в виде квадратов. Кому нужны смайлы, есть приложение EmojiFix, которое позволяет отображать смайлы в виде символов. А как настроить данное приложение, я рассказывал в обзоре на Honor Band 6. Ссылка на данное видео выскочит сверху. Выбрать приложения, от которых будут приходить уведомления, можно настроить в приложении Realme Link. При звонке отображается имя звонящего. Можно отключить звук и сбросить звонок. Основное меню вызывается свайпом вверх. В меню можно найти секундомер и таймер, которые можно свернуть при работе. Тренировки, измерение пульса и кислорода в крови. И сразу могу сказать, что датчики измерения пульса и кислорода в крови действительно хороши. Измеряют пульс и кислород в крови отлично. Пульс у воздуха и предметов не измеряют. В настройках приложения можно настроить интервал измерения пульса каждые 5, 10, 20 и 30 минут. Также можно установить уведомления учащенного и замедленного пульса. Постоянного измерения кислорода в крови нет. И нет измерения кислорода в крови во время сна. Проверял измерение кислорода в крови с Mi Band 6. И значения получились схожие. Погоду отображают на сегодня, а также дополнительные параметры, как скорость ветра, влажность, ультрафиолет, восход и закат солнца, а также погоду на последующие 2 дня. Также есть функции дыхания и измерения стресса. Кстати, браслет отслеживает сон отлично. На часах можно посмотреть время сна и фазы сна. А более расширенную информацию по дням можно посмотреть в приложении Realme Link. Не было такого дня, чтобы браслет не отследил сон. Определяет как ночной, так и дневной сон, что для меня очень важно. Будильник на браслете, к сожалению, настроить нельзя. Только активировать и отключить будильник. А настроить будильник можно лишь на смартфоне. Умного будильника в браслете нет. Также доступен в браслете женский календарь, управление затвором камеры, чтобы делать фото удаленно, режим фонарика, что иногда бывает пригождается, а также полезная функция поиска смартфона. Также есть возможность управления устройствами от Realme, например, лампочкой или пылесосом, но у меня устройств от Realme нет, чтобы вам это продемонстрировать. Менюшка и навигация в часах быстрая, без фризов и подлагиваний, тач отзывчивый. В параметрах можно настроить силу вибрации. Слабый, средний и сильный. По качеству вибра отличная. У меня установлен на средних значениях, и пропустить уведомления точно не получится. В меню тренировки доступны самые основные тренировки, такие как бег, ходьба, езда на велосипеде, беговая дорожка и другие. Их здесь 14. Тренировки можно добавить и заменить в приложение Realme Link. Их здесь около 90 штук. Доступны тренировки на открытом воздухе с использованием GPS, всякие силовые упражнения и различные виды спорта.
а также режим плавания, при котором активируется блокировка браслета по свайпу. При тренировке на улице или велотренировке с использованием GPS отображается скорость, расстояние и другие полезные параметры. Также доступно управление музыкой в режиме тренировки. Управлять музыкой с браслета удобно. Кнопки большие, также есть возможность регулировать громкость. Данные о тренировке можно посмотреть на самих часах и в смартфоне. А также расширенные данные о тренировке найдешь в приложении Realme Link, где есть нужные данные, а также отображение твоего передвижения по карте. Синхронизировать данные возможно с Google Fit. Браслет имеет водозащиту до 5 атмосфер и выдерживает глубину до 50 метров. В них можно ходить в душ, а также спокойно плавать, не боясь их утопить. Шаги в домашних условиях без включенного режима тренировки считает отлично. В транспорте шаги не накручивает. Что мне не понравилось, что в данном браслете нет информации о пройденной дистанции за целый день, только шаги. Пройденное расстояние в километрах за день можно посмотреть лишь в приложении Realme Link. Также есть возможность включить напоминания о достижении цели, которую можно отрегулировать под себя. Напоминание о необходимости встать и размяться, если у тебя сидячая работа. Напоминание пить воду, а также круглосуточный мониторинг пульса. В памяти браслета доступно 5 циферблатов. Быстрый доступ к меню циферблаты по нажатию и удержанию экрана. В приложении Realme Link доступно около 50 циферблатов. Есть циферблаты как обычные, так и со стрелкой. Различные механические, классические и с отображением различных параметров. Также есть возможность установить свой циферблат со своим фото или любой картинкой. Качество изображения отличное. Спокойно можно устанавливать фото. Пикселей не видно. Realme Band 2 – это фитнес-браслет, в котором есть все необходимые функции. Большой, яркий и удобный экран. Долгое время работы. Качественные датчики пульса и кислорода в крови. Водозащита до 50 метров. Функция удаленное фото, поиск смартфона, а также есть неплохой выбор циферблатов, хотя хотелось бы, конечно же, побольше. Огромный выбор тренировок. Пользоваться браслетом удобно. Сидит на руке отлично. Связь держит хорошо. Браслет не цепляется за одежду из-за своей заокругленной формы и не мешает во время сна. И все это делает данный фитнес-браслет отличным выбором за свои деньги. А сейчас на Али проходит распродажа, и их можно урвать за небольшой прайс. А если появится возможность установки кастомных циферблатов или другие фишки под этот браслет, я обязательно сделаю видео на этот счет и тебя проинформирую. Спасибо за поддержку в виде лайков и комментариев. Подписывайтесь на канал, и если есть вопросы, задавай их в комментарии и делись своим мнением о данном фитнес-браслете. Смотри и другие мои видео. Ты обязательно найдешь для себя что посмотреть. До скорой встречи, друзья. Пока.